Привет, мои дорогие девочки! Мы сегодня погадаем с вами на Таро Монара и такую тему разберем, его чувства, что он думает о тебе сейчас и какие у него планы на тебя. Это будет у нас именно такой, знаете, любовный, интимный расклад. Мы посмотрим вот эти его мужские гормоны, которые ударяют в голову. Ну что, давайте посмотрим. У нас 4 варианта. Когда мы гадаем на 4 варианта, вы когда загадываете на какой-то вариант именно одного мужчину, но вы в свободных отношениях, в свободном поиске, вы еще выбираете, думаете, то загадываете на другие рубашки карт Таро еще мужчин каких-нибудь, девочки, существующих, несуществующих, имена, можно выдумывать имена, можно образы выдумывать или подтягивать именно те образы, которые вы хотите. И дело в том, что в вашу жизнь реально будут входить мужчины, похожие на то, что вы хотите, понимаете, для того, чтобы у вас был какой-то определенный выбор. Загадывайте. Первый, второй, третий, четвертый вариант. И давайте посмотрим его чувства, что он думает о тебе сейчас и какие у него планы на тебя. Загадайте, девочки, даже вот, знаете, пальчиком укажите на карту, шепните на нее, чтобы она вот с вами связалась. Ну что, поехали, девочки, выбираем. Первый вариант. Что здесь такое? Что у нас здесь? Что он думает о тебе сейчас? О, какая-то красивая, замечательная карта выпала. 14-й, старший аркан. То, что у него серьезное чувство к вам, это стопроцентный факт, девочки. Мужчина по 14-му старшему аркану думает о серьезных отношениях. Он бы хотел бы с вами серьезные отношения. Либо вы уже входите с ним в эти серьезные отношения. Он хочет стараться, что-то делать для вас. Может, уже девочки делает, да? Вот, то есть, есть такая песня: «Я твой рыцарь, я тебя обниму, от холода согрею», и все остальное. Короче, вот ваш мужчина как раз-таки и представляет себя именно вашим рыцарем. Он хочет быть этим рыцарем. Он думает о серьезных отношениях, о свадьбе, о том, что у вас эти отношения будут очень долгими. Он не думает о расставании, не подмешивает в чувства свои каких-то других женщин, какой-то свой определенный опыт, который был до вас, да. Он вот, вы как изюминка для него. Давайте еще посмотрим, что он чувствует к тебе. Он бы хотел, чтобы вы как-то побольше в интимном плане, в сексуальном плане проявлялись по отношению к нему. То есть ему хочется считывать такие знаки вашего проявления, что вы его хотите, чтобы это были какие-нибудь прикосновения, чтобы это было какое-то интимное влечение, которое он видит и которое он чувствует. Давайте еще глянем, что он думает о тебе. У вас еще, знаете, такие вот отношения, либо это не устаканенные, в плане том, что у вас еще такие есть разрывы, большие паузы между встречами, да, или, например, когда вы хотите, чтобы он вам позвонил, или, ну, чтобы у вас такое общение более теплое было, или более... Ну, такое, когда, знаете, вы уже спокойны, да, такого не происходит. Дело в том, что он еще на какой-то дистанции все-таки. Или он сам выдерживает эту дистанцию, или вот это может быть что-то навязанное, да. Знаете, в каком плане? Он до конца не знает сам, как себя вести с вами. Он хочет, что получает вот эти сигналы от вас. И в то же время он пытается еще пока лишь быть на каком-то расстоянии от вас для того, чтобы вот прям не пьянеть со всей силы, да, не уходить в эти отношения. Дальше, девочки, у этого вашего рыцаря есть определенные проблемы. Проблемы у него с деньгами. То есть я вам скажу, что он может одалживать деньги для того, чтобы встретиться с вами, какие-то плюшки для вас сделать и все остальное. То есть вот в плане денег он так, короче, стоит на шаткой какой-то дощечке. И у него такая вот работа, связанная с тем, что он может зарабатывать денег, когда он не с вами, да. То есть ему надо
именно уделять много времени работе, но сейчас у него туго идут деньги, туго денежка идет к нему. И поэтому он, знаете, не хочет в ваших глазах выглядеть как будто бы какой-то неудачник или как будто ему не хватает денег и все остальное. И, скорее всего, вот эта дистанция, она им выдерживается только для того, чтобы, знаете, на работе провести время, попробовать где-то еще больше заработать, потому что у него вроде бы и нету страха, что ему денег не хватает, но вот в глубине души он боится, что когда он будет развивать с вами эти отношения, что вы будете, знаете, например, жениться, или там у вас родится ребенок, там, или еще что-то, ну или вы к нему переедете, или он к вам, да, что ему придется показать, вывернуть свои карманы и показать вам. А по факту у него, так как сейчас дела идут туго с деньгами, он может абстрагироваться, отстраняться от вас, да, и уходить в какую-то работу. Но сдалека он бы хотел, чтобы вы давали ему знаки того, что вы в нем заинтересованы интимно, понимаете? И он думает о вас действительно такими вот, знаете, долгоиграющими категориями, да. То есть он думает о том, какие у вас будут отношения, что у вас долгие будут отношения. Он хотел этого. Но сказать, что он расслабился и такой вот прям влюбленный, нет. Но он понимает, что вот сейчас он в ваших глазах должен выглядеть рыцарем. Хорошо. Что он думает о тебе именно? Он думает, девочки, 20-й старший аркан выпал. Старший аркан, он знает, что ты еще выбираешь. Он знает, что ты, может быть, его сравниваешь с кем-то. Или у тебя, возможно, есть какие-то зацепки, сравнения с прошлым твоим бывшим каким-то мужчиной, да, что ты какую-то линейку все-таки к нему прикладываешь, и по этой линейке, по этому трафарету можешь судить этого мужчину. И он бы хотел, чтобы ты его считала такой вот индивидуальностью, личностью, что он не похож на твоих предыдущих, он не будет похож на твоих каких-то будущих, да, чтобы ты его больше принимала целостно такой, как он есть. Вот он бы этого очень хотел. Но его немножко это обижает, и он немного хмурит брови, у него становится грустный взгляд, если ему, например, говорить, что ты, например, не забыла своего бывшего, или что, например, кто-то там тебе подарил дорогой какой-то автомобиль, да. То есть вот это вот он не хотел бы, чтобы ты сравнивала его с другими, и он бы хотел бы быть твоим вот этим рыцарем. Что он еще о тебе думает? Он хочет тебе писать, он хочет с тобой общаться, ему нужна эта переписка, он хочет задавать тебе какие-то очень серьезные вопросы, как ты к нему относишься, что ты думаешь о нем. Он хочет вот узнать полностью твое мнение, как ты его видишь в своей жизни. Вот он что хочет. Как ты видишь его в своей жизни. Эм, Вот именно чисто его, не думая и не сравнивая его ни с кем другим. Хорошо, его планы на тебя. Любить тебя. Туз червовый выпал. У него в планах любить тебя. И это такая любовь, девочки, несмотря ни на что и вопреки всему. Этот мужчина такой вот, знаете, эмпатичный очень. Он, м, у него красивые глаза. Но эти глаза, они такие, знаете, глубокие у этого мужчины. Так, его планы на тебя. Он хочет жениться. Он хочет жениться. Он хочет серьезных, стабильных отношений. Он хочет любить и хочет быть любимым. Он смотрит на вас серьезно очень. Ему тяжело будет, например, какую-то все-таки конкуренцию выигрывать где-то. Просто он на самом деле какой-то, девочки, у вас мастер, какой-то художник, да. Он очень индивидуальный. И я бы вам посоветовала именно этого мужчину не сравнивать с какими-то другими, которые у вас были, да. На него какие-то общепринятые, вот не накладывать на него общепринятые мерки, не трафаретить этого мужчину, потому что он такой вот сам по себе даже и глубокий, интересный, у него есть душа.
у него есть такое доброе отношение к вам, желание не то, что просто вам понравится, там, знаете, как-то вас обольстить и что-то такое. Нет, у него, он видит в вас человека, понимаете? Это важно. Он не видит вас как трусы, он не видит вас как наживу, да? Он смотрит на вас именно как на человека. И это дорогого стоит. И, возможно, вот, знаете, так как тут такие кармические арканы выпали, может быть, это и не дойдет до брака, а может и дойдет, да? Вы когда будете с этим мужчиной вот больше и больше общаться, узнавать друг друга, да, я бы вам посоветовала больше проводить время вместе, не в плане там даже какое-то общепринятое место, это в местах там в кино сходить, в кафе и все остальное. Попробуйте с ним поездить, покататься, погулять, там парки какие-то, интересные какие-то места, где вы вот с другими не ходили, да. Даже можете выгуливать вместе там собаку, его или свою там. Весной можно и котиков выгулить тоже. Ну, в общем, что-нибудь такое чего у вас не было с другими мужчинами. И дело в том, что вот обратите внимание, что он где-то будет даже, возможно, подлечивать вашу душу. То есть, если вам кто-то когда-то делал больно, есть какие-то вопросы, кстати, даже с вашими родителями, там еще с кем-то есть у вас вот такие вопросы, что вас где-то не ценят, да, то вот этот мужчина, когда вы с ним проводите вместе время в какое-то такое вот свое спокойное, ам, быт какой-то, я бы даже сказала, да, но больше не семейный, а такой вот, куда-нибудь уехать, уйти. Посмотрите, как он себя будет вести, почувствуйте себя с ним, даже не сколько женщиной, а вот именно человеком. Почувствуйте, что вы личность, вы свою личность в его глазах можете даже как-то по-интересному увидеть. Мужчина такой, это донор, это не вампир, это не тот, который будет вас изматывать. Ну, по крайней мере, сейчас, вот в той энергии, в которой он сейчас находится, да. Интересно, девочки. Мужчина, и он нацелен на брак, на серьезные отношения, на любовь, да. И он все-таки ценит вас то, кто вы есть, какая вы есть, что вы теплая, что вы женщина, девушка, что вы душа, что вам что-то нравится, что-то нет. Вот интересный мужчина. Это вот прям такой, знаете, рыцарь, реально рыцарь. Вот такой вот первый вариант, красивый вариант. Второй вариант, давайте смотреть, что он думает о тебе сейчас. Какая тоже красивая карта выпала вам. Выпала королева воды. Королева воды. Он вас, девочки, видит, вот прям, знаете, такой очень пахнущей вкусно женщиной, манящей, прекрасной. Он представляет вас в голой. Возможно, он вас даже видел голой. Возможно, у него еще на губах ваш запах. Ему нравится запах ваших волос, кожи, ваших духов. Трогать ему нравится, вас держать за руку. Это мужчина такой тактильный, с одной стороны, и с другой стороны, прям он видит вас вообще очень идеальную женщину. Очень идеальную. Еву. Давайте еще посмотрим, что он думает о тебе сейчас. Он тебя хочет. Он тебя хочет, но он тебя еще, знаешь, двойка огня. Это такая карта, когда он знаешь, уже что-то пробовал, да, это не какой-то такой девственник. Он уже пробовал женщину, он пробовал запахи девушек, да, все это. И он, ну, не то, что он сравнивает что-то, да, но тут может быть такой вот момент, что он не то, что присытившийся, но, возможно, за ним кто-то еще где-то ухлёстывает за этим вашим мужчиной. То есть, возможно, вы не одна у него, но в плане том, что королева воды выпадает только вам эта карта, это говорит о том, что либо это может быть у кого-то действительно любовный треугольник, а у кого-то из вас это может то, что он
уходит от какой-то своей бывшей девушки, и он нашел вас, и вы ему очень нравитесь. Или, девочки, вы тут могли загадать чужого мужчину, да, но у которого с вами случилось, знаете, это электричество, химия какая-то случилась, когда вы друг друга посмотрели. И вот он как будто бы в связи с какой-то другой девушкой, да, но в то же время у него очень сильно возбудилось, скажем так, проснулось какое-то желание интимное тоже по отношению к вам. То есть обратите внимание, если у этого мужчины кто-то еще есть, и вы об этом знаете, это говорит о том, что, знаете, очень легко тут вообще залезть в этот любовный треугольник и быть в нем. Или девочке надо отбить его. Ну, я не в таком плане, что выбирать и отбивать мужчину, который там в семье находится или еще что-то. Тут по двойке огня это что-то остаточное уже. И я еще сказала, что, возможно, за ним кто-то ухлёстывает, да. То есть он кому-то нравится. И вот какие-то лапки к нему тянутся, к вашему этому мужчине, да. Вот такие дела. Ну, давайте еще посмотрим, что он думает именно о себе. Король земли. Он, девочки, мужчина, которому тоже палец в рот не клади. Это такой орел, который по отношению к вам и по отношению к другим, он знает, чего он хочет. Это не такой вот какой-то лядующий мужик, да. Нет, он действительно знает, чего он хочет, он понимает все свои чувства, свои желания. Он управляет тем огнем, который живет внутри него. И тут такой момент. Он не хотел бы вас отпустить. Это мужчина, который вот не то, что как паук какой-то, но это такой, как только вы тронули его где-то, да, он будет ловить ваш взгляд, если у вас не было прикосновений. Если у вас были прикосновения, он вас будет вот постоянно трогать, обнимать. У него есть такое чувство собственничества, чувство ревности. Он собственник, и любую женщину, которая ему нравится, которую он бы хотел держать возле себя, он будет максимально по возможности держать теми инструментами, теми возможностями, которые у него на каком-то этапе, да, возможны. То есть он может с вами играть в гляделки постоянно, да, то есть искать ваш взгляд, ловить его. То есть вы, например, будете смотреть вперед, он специально будет что-нибудь делать, чтобы зайти в ваше поле зрения. Или это, девочки, какие-то сообщения, которыми вы с ним переписываетесь, и он специально где-то будет вам написывать, позванивать там или еще что-нибудь под предлогом, даже, может быть, не предлагая вам что-то определенное на вечер, к примеру, если вы встречаетесь, да, а вот проверить, посмотреть, с кем ты, да что ты там. И это не исключает того, что у этого мужчины, девочки, вот все-таки какой-то, знаете, запах других духов, не только ваших, есть в его окружении. Но сказать, что он, например, такая овечка бедная, бледная, которая ничего не решает, которого легко там куда-то увести, это не так. Это мужчина, король земли, который очень хорошо соображает, что ему надо, а что ему не надо, что ему можно контролировать, а что не надо, куда лезть, да. То есть тут еще тройка земли, это выпало. Что он хочет, девочки? Ну, он хочет, чтобы вы были в его, скажем так, окружении, чтобы он мог вас именно как королеву воды, червовую даму, которой вы выпали, да, использовать так, как ему надо. И тут слово использовать, манипулировать вами, держать в своем окружении, как собственник, вот чего он хочет. Но тройка огня, оно предполагает, знаете, брак без брака, гражданский брак, сожительство,
предложение быть его женщиной, встречаться с вами, но вот этот вот момент с точки зрения, вот именно если вы хотите в брак, если вы хотите колечко, фату и все такое, к примеру, вы должны, и его фамилию, да, то вы должны с этим мужчиной договариваться на берегу. Он об этом говорить не согласен, не намерен, ему неохота об этом всем говорить, он хочет какими-то такими завуалированными моментами. Ну, типа, ну это же так было понятно, что я с тобой, потому что хочу на тебе жениться. То есть, понимаете, в чем его манипуляция? Он не будет об этом говорить, он не будет к этому вести. Он хочет привязать вас, чтобы вы были вот в доступе его, но этот доступ может отличаться у каждой из вас, да. То есть тут он может очень сильно к себе приблизить, и очень сильно к себе приблизить это жить вместе, да. А может, например, встречаться с вами по понедельникам и воскресеньям. Вот, то есть тут какая-то размеренная жизнь у этого короля Земли, она все-таки тоже происходит. Или, девочки, он вот расставит какие-то точки на это «и», вас словит вот в эти свои сети, но как только вы захотите, например, выйти за него замуж, да, и будете говорить, ну что, ты будешь мне предлагать в конце концов или нет? Ну, между нами же все так ясно, между нами же все и так понятно, по-моему. Ну, то есть он не намерен вот вести вот эти всякие такие разговоры, да, по поводу того, как будут дальше развиваться эти отношения. Поэтому, девочки, именно с этим мужчиной, именно с этим, если вы еще вот в начале каких-то отношений, вам надо реально, знаете, вот так вот договариваться с ним, что я встречаюсь какое-то определенное время, которое, я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы, например, узнать себя, или сколько мне надо времени, чтобы там понять, надо мне или не надо. Но когда я вхожу в отношения, я иду к предложению руки и сердца, к кольцу на пальце, общей фамилии, к деткам там или еще к чему-то, понимаете? То есть он должен с вами тоже не кивать головой, как конь, он должен с вами согласиться и согласиться ждать как вашего такого решения, когда вы решите, что он вам нужен для брака. Понимаете? Потому что он такой вот немножко все-таки хитрый в этом плане. И он может манипулировать вами, может манипулировать, а потом вы, как говорится, никому ничего не докажете, да. Вы можете очень долго от него что-то ждать. А он, пока вы будете ждать, смотрите, как он видит красивую, сочную, манкую, вкусную девушку, женщину, понимаете, леди такую. Конечно, ему очень приятно, хочется быть вот вместе с вами и все остальное. И в то же время вот эти две карты, двойка огня и тройка земли, да, они такие немножко, скажем так, мелочные, да. То есть это карта топтуна на месте. Это когда вот что-то в нем еще такое вот, возможно, торговля какая-то внутри его есть, да. Возможность, типа, если что, быть где-то свободным для того, чтобы можно было манипулировать. То есть для него брак это какой-то, скажем так, ошейник или хомут, да. У него такое вот отношение все-таки есть. И он считает, что вот он как лис, да. То есть, если ему одеть воротник, этот ошейник, он не будет себя чувствовать, как он не сможет охотиться, понимаете, он не сможет быть самим собой, как он думает. Поэтому ему надо давать вот этому мужчине такое, вот эти вот слова, что я сказала, вы вот реально скажите ему, вот реально с этим мужчиной договоритесь, девочки, чтобы он вас лишний раз долго не мариновал. Вот такую красотку мариновать, как вы, нельзя. Вы не должны терять время, пока вы вот цветете, понимаете, очень красиво цветете сейчас, как вот цвет сакуры, яблоневый цвет, понимаете, вот это вот время прекрасное ваше. Поэтому вы ему скажите, что ты входишь в серьезные отношения, и ты можешь там хранить верность мужчине, там с ним раскрываться и все остальное, только если ты его рассматриваешь в своих серьезных отношениях для того, когда ты, вот хитро так скажи, да, когда я пойму, я не знаю, сколько мне надо будет времени, может 3 месяца, а может 2 года, и для того, чтобы понять,
Эм, Сможем ли мы с тобой создать семью, быть семьей, отдаться тебе полностью? Да, так хитро, то, что ты не полностью сейчас ему отдаешься. Я смогу понять только через какое-то время. Дай мне это время, и я тебя предупрежу. Но ты скажи, что вот сейчас я склонна к быстрому решению или, например, наоборот, я хочу оттянуть, да? Дай мне время, и в определенный какой-то вечер я приду в белом платье или в красном, и скажу тебе свое решение. Вот переиграйте его, не чтобы вы ждали его решения, да, а чтобы он ждал ваше решение. Вот это будет интересный ход для этого короля земли. А давайте еще посмотрим его планы на тебя. Его планы на тебя. Паж, колесница, повешенный. Девочки, он не хочет брака. Вот этот мужчина брака не хочет. Он хочет вот этих вот, знаете, встречаний или сожительства совместного какого-то, но чтобы быть таким вот свободным. То есть брака, вот брачных оков он не хочет. Но он по тузу воды, он хочет, чтобы вы делились с ним на все 100% своей любовью. Понимаете? Я бы ему вот эту стопроцентную любовь все-таки не давала, а сказала бы, знаешь, я буду вкладываться в наши отношения вот процентов на 20. 80 это будет в браке у меня со своим любимым мужем. Я, конечно, очень хочу, чтобы, ну, рассматриваю такой момент, что я же с тобой серьезно все-таки, да, и рассматриваю тебя тоже как мужа, но я рассмотрю еще и решу, хорошо? И, понимаете, потому что у него очень странные такие вот эти повешенные, и карта дурака выпадает именно на брак. То есть он готов любить вас, да, брать от вас вот эту вот любовь, ваши ласки, женственность вашу, и в то же время, да, он не хотел бы себя ничем таким утруждать. Если вы вдруг, девочки, здесь загадали этого женатика какого-то, да, то вот он как типа любовник, как он идеальный, но не более того. Все, что дальше, это просто надо, понимаете, как омут палкой такой глубокой проверять, да, что там дальше все. То есть, если вам нужны именно серьезные отношения, которые заканчиваются браком, вы его обязательно об этом предупредите и скажите. И выбейте из него это да-да, нет-нет. Потому что, чтобы вы не тратили время. Все-таки вот здесь еще он выпал пажом воздуха именно в серьезных намерениях, понимаете? Как любить красоточку, да, так он гораст. А как все дальше, так он не гораст. Такие вот дела, котики мои. А давайте еще немножко на него вот так вот выкинем карту и глянем. Его чувство к тебе сейчас. Короче, девочки, он все равно, знаете, вот такой вот, то, что он манипулятор, это факт. И смотрите, рыцарь воды выпал с 8 земли. То есть он готов к любовным отношениям, но не ко всему остальному. Понимаете? То есть быт, хозяйственность какая-то, ответственность. Например, сидеть с вами в поликлинике к врачу или там забить место в очередь где-то для вас. К примеру, я говорю, заправить вашу машину, завести ее на 100. Ну, короче, вот какие-то такие вот моменты решать, перекопать вам огород или еще что-нибудь, да, он не готов. Если вы еще живете, например, в квартире, и у вас нету машины, и в принципе, да, вы ходите сами там на работу, ну, короче, у вас полностью ваша бытовая жизнь решена, его это очень супер хорошо устроит, понимаете? И он даже ничего такого, переклеить вам обои там или еще что-то предлагать вам не будет, понимаете? Ну тебе так надо, да? Вот, то есть, знаете, вот когда его припрешь, он сразу такой, ну, ну так сказала бы. Я ж не против, и ты сказал бы. То есть вот такого вот момента, что он где-то может перекладывать вину с себя, сбрасывать, и перекладывать ее, например, на вас, да, тут тоже такой момент может быть. То есть как любить любиться, так это он гораст.
а вот какие-то другие моменты, так он не гораст, да. Но вам надо переиграть, и чтобы не он был ведущим в ваших отношениях, а был ведомым. То есть вы давайте ему определенный срок, вы назначаете ему свидание, да. Вот возьмите это в свои руки, чтобы не он руководил вами, а вы им, да. И тогда, девочки, ну, тут уже можно к чему-то такому прийти. Обязательно еще узнайте про его семью. Против ли его мамка, или за, для того, чтобы он женился. Обычно все мужчины говорят: ой, у меня такая мама добрая, хорошая. Знаете, я вам скажу, я это много встречала мужчин, которые говорят: «Ну, да, вот для них все мамы добрые и хорошие, да. Но когда эта мама добрая и хорошая знакомится с будущей невесткой, тут вот уже может коса на камень найти. Поэтому, если вы хотите именно серьезных отношений с этим мужчиной, будьте ведущей, а он должен быть ведомым, и давайте ему определенные сроки, и которые, если он не вкладывается, это, девочки, значит, он не хочет в них вкладывается, да. То есть его надо немножко так поджать ему гайки. Вот такой вот мужчина номер 2. Третий вариант. Давайте смотреть, что он думает о тебе сейчас и его планы на тебя. Ну что, мои дорогие, тут выпал такой классный аркан, 5, водный. Это тоска любовная, это любовное скучание. Мужчина, который думает: а где ты там, а что ты делаешь, хочется твоего внимания, чтобы ты обратила на него внимание. Он этого хочет. Что он думает о тебе сейчас? Он думает, что ты немножко такая холодноватая, конечно, но королева. Королева земли. Очень практичная, очень прагматичная, бизнес-леди. Возможно, ты где-то учишься, либо у тебя свой бизнес, либо ты такая, знаешь, прям хозяйка-хозяйка. Ты можешь быть еще мама деток, да? То есть, и, возможно, не его деток. Ну, то есть он видит тебя такой вот королевой, которая все имеет, что у нее в принципе все есть, да, и что она очень продуманная, она хитрая, он думает про тебя, да, и немножко холодноватая, и ему не хватает твоей любви, твоего проявления к нему. Что он думает о тебе сейчас? Он бы хотел, чтобы ты больше раскрепостилась с ним, чтобы ты показывала ему свой интимный интерес, трогала за коленку этого прекрасного короля огня. Мужчина, который хочет. Мужчина, который смотрит на тебя, и ему нравится даже твоя недоступность, твоя самостоятельность. Ему это все нравится. Ему нравится, что ты такая, знаешь, доминантная, что ты можешь быть доминантной, скажем так, самкой, да. И у него вот такой вот садомаза есть. Если ты, например, возьмешь какую-то плетку, он будет, девочки, визжать, как поросенок от восторга. Понимаете? То есть он сильный сам по себе мужчина. Это не размазня, это не тряпочка. Это мужчина действительно сильный. Он может, знаете, в рог дать кому-то с мужиками и не только. Да, ну то есть но если ты будешь показывать, что ты такая, знаешь, капризная, немного вредная, а, вот если ты будешь проявлять вот такое, ты каблуком тыкать ему в это вот между лопаток, да, каблучком своим, каких-нибудь черных или красных лаковых туфель. Ну, такое, знаешь, вот что-то такое БДСМ на 50 оттенков серого. Он, девочки, он будет от этого очень сильно балдеть. Он бы хотел вот быть таким маленьким розовым поросеночком, у которого есть хозяйка, у которой есть чокер с шипами. Понимаете? Вот это он хочет. И знаете, я вам скажу одну вещь. Я заметила, у меня был такой тоже, кстати, период в жизни, что вот мужчины как-то вот ко мне тоже вот так вот хотели от меня такой, чтобы я как хозяйка была. И я не переминула этим пользоваться. И я говорила, например, мужчине, да, нормальному такому статусному мужчине, говорю: ты что, дура? Или еще что-то. И знаете, я смотрю на реакцию, да, ни один не обижался, что я называю его не дураком, а дурой, да. Вот это что-нибудь такое вот говорю, да. Или
чтобы это было видно, как будто это игра, ну, такое, знаешь, немножко унизительное, но видно, что это игра, да. Боже, девочки, это такие улыбочки, это какое-то такое, знаешь, какой-то такой вот восторг есть. И вот тут он ловится в вашем этом третьем варианте. Хорошо, давайте посмотрим его планы на тебя. У него серьезные планы. 16-й старший аркан, башня и верховная жрица. Он, девочки, хочет готовить для вас какое-то место. Место жизни верховной жрицы. Либо он хочет, девочки, свить для вас гнездо. Он думает, куда бы вас привести, или он знает, что у вас есть свое гнездо, потому что вы выпали здесь вот королевой земли, и он бы с удовольствием забежал бы к вам и жил бы там, понимаете? Ну, типа, найдешь ли ты для меня какой-нибудь, кинешь ли мне матрасик какой-нибудь, тюфячок такой, где-нибудь в уголку на балкончике. Ну, то есть, или он подумывает, как бы вас привести в свое жилище, в свой дом, да, и думает, что вокруг вас созидается вот это какое-то новое пространство, и что он может в этом участвовать. Его планы на тебя. Он, девочки, смотрите, его планы на тебя. Он еще все же, да, четверка воздуха и карта отшельника выпала, да. Он не верит в то, что вы будете вместе. У него это неверие есть, потому что вот выпадает этот отшельник. Он либо привык вот сидеть за компом, играть в какие-то игры, или там привык вот где-то быть один, да. Но он очень хочет этой любви. Он очень хочет, смотрите, тройка воды и тройка огня здесь, да. Он хочет проявления с вашей стороны. Возьми меня, возьми меня. Я маленький вот щеночек Мальтипу, да, и мне нужна новая семья. Но в то же время он, девочки, мужчина. Мужчина с характером своим, мужчина со своими интересами. И у него что-то еще такое водолейское лезет, козерожье, такое, знаете, зимнее что-то все-таки. Даже если он у вас родился летом, да, вот у него может какая-нибудь луна там в таком знаке зимнем идет, да, потому что какой-то у него такой свой характер, свой такой стержень у него внутри есть. И он, знаете, что вас в нем привлекает, да? Вас привлекает в нем его мужественность. Он, ваш мужчина здесь, мужественный. Действительно мужественный. Даже вот он может быть вот прям, я не знаю, вы могли бы здесь загадать мужчину нетрадиционной ориентации, да, но фишка в том, что этот мужчина мужественный. Да, и вы видите, вы чувствуете просто, знаете, интуитивно чувствуете, что он, э, когда он с девушкой, или это моя, да, моя женщина, и такое, знаете, будоражит это состояние быть его женщиной. Что-то такое тут интересное идет. Такое, знаете, на уровне таких вот инстинктов первобытных даже. И в планы на тебя. Он вообще вот прям быстро сближаться не хочет, да? Ему важно вот это узнавание друг друга. Это человек, у которого на первом месте какая-то дружба идет, да, чтобы две личности сначала объединились. Если эти две личности объединятся, значит, потом он будет полностью ваш. Смотрите, выпала такая пара у вас, маг, верховная жрица и ваш 16-й старший аркан. Вы с этим мужчиной можете построить эгрегор определенный. Даже если вы вдруг не будете парой с этим мужчиной, я вам предлагаю быть друзьями, быть хорошими коллегами, да, с этим мужчиной, потому что это действительно такой вот интересный человек, интересный, чуткий. Это пример мужчины на самом деле, да, пример типажа мужчины довольно-таки распространенного. Давайте еще посмотрим. Хорошо, какие у него планы на тебя? Он, девочки, хочет любовную игру с вами.
Двойка воды, двойка воздуха, десятка огня. Я хочу любовную игру с тобой. Я хочу флирта с тобой. Я хочу заигрывать с тобой. Я хочу играть эту игру, мужчина и женщина, с тобой. Он хочет, девочки, играть с вами в любовную игру. Но вот если он тут больше доступен, то вы более недоступны, кстати. Вот он думает, что вы холодна, а вы думаете, что он, возможно, какой-то такой вот холодный или непонятный, то ли непонятно, нравлюсь я ему или не нравлюсь. А вы с ним играете. Вы просто с ним играете. Вы можете это не наседать на него. Можно просто, знаете, даже вот просто это вот послать ему воздушный поцелуй без руки, знаете, там губами так буську какую-то послать. И он может еще неделю переживать из-за этой буськи, даже на вас не смотреть в вашу сторону, но это будет обозначать, девочки, что вот он вошел в эту игру. Понимаете? Он вошел. Он может абстрагироваться от вас, держать какую-то дистанцию. Но это все связано с его такой личностью, с отшельничеством каким-то, да? То есть с его такой февральской, даже бы сказала, январской холодностью. Вот как праздник Новый год у нас в январе, да, и мы ждем какого-то снежка, холода, мороза, да. Так, и вот у него в чувствах он тоже ждет этого снежка, холода, мороза. Потому что для него вот эта любовь, это и есть какой-то вот прям новогодний праздник. Понимаете, девочки? Это не жаркие отношения, а именно такое вот новогодняя ночь какая-то, какое-то волшебство, запах хвои, а не каких-нибудь кустов на озере. Понимаете? Вот такие дела. Хорошо. А его планы в будущем на тебя есть? Он хочет, девочки, смотрите, сразу выпадает пара. Но пара какая? Королева воздуха и император. Он хочет играть с тобой. Он хочет с тобой играть. Он хочет играть личностями. Ему хочется и дружить, и в то же время вот эти вот намеки, недонамеки, перенамеки. Ему хочется вот этой вот всей игры с тобой. Тут не надо спешить в отношения с этим мужчиной, девочки. Тут самое интересное, знаете, лучше самого праздника может быть только предвкушение праздника. И вот, как, кстати, он борец за это предвкушение. Он хочет сидеть дома за компом один и мечтать о любви, понимаете? Одинокий голубь на карнизе за окном. Это его история. Ключ к этому мужчине, он лежит, девочки, знаете, в чём? В каких-то таких в долгоиграющих намеках, в какой-то такой перспективе, которую никто не видит, да. Это мысли, он такой вот думающий. Он иногда даже боится, что кто-то может прочитать его мысли, потому что он может думать слишком громко. Такой вот интересный мужчина. И самый вот ключ к нему, это, конечно, дружба с ним. Какие-то, может быть, деловые отношения, дружба, какие-то просто вот такие отношения, как будто не о любви, да, но ему надо привыкать к этой мысли, да. Это, знаете, как помните, вот фильм «Основной инстинкт», да, с Шерон Стоун, там, где она ногу на ногу, там вот это вот все, да, и вроде бы ничего не предвещает. Вот ему вот это вот интересно. Он очень похож на знаки воздуха, либо, девочки, он зимний. Тут такое вот идет. Или просто вот он так играет. Он так играет. Кот, который гуляет сам по себе. Вот это ваш здесь мужчина. Поэтому, что он думает о тебе? У него есть вообще по-любому любовный интерес к тебе. Но его планы на тебя — это медленное какое-то развитие отношений. Очень медленное. Или сначала это начинается с дружбы, и потом может куда-то зайти. Я так думаю, это еще может быть его какая-то скромность. Такая вот природная скромность, да. Он не то что робкий, а вот именно где-то вот скромный. То есть это не тот, который будет на виду целоваться. То есть он может, конечно, но смысл какой от этого?
Только если пьяный, как говорится, да? А так он такой вот интересный. Вообще, вот с этим мужчиной лучше, конечно, играть в такую интересную какую-то игру, девочки. Вот прям как в фильмах, как Маудер и Скалли в секретных материалах, если кто смотрел, да, ничего нигде не предвещало, и только вот можно даже в Ютубе найти эти сцены поцелуя, да, которые вырезали. То есть там было больше, чем, например, мы это могли видеть на экранах. Вот такие вот дела. Такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Что же тут у нас спряталось? Что он думает о тебе сейчас и его планы на тебя? Выпал туз земли. Он за тобой наблюдает, как минимум. Это мужчина, который очень сильно обращает на то, как вы с ним общаетесь. Что ты ему говоришь, каким голосом, каким тембром ты это делаешь. Ему интересно смотреть и находить тебя в соцсетях, что он и делает. Давайте еще посмотрим. То есть это мужчина, который почему-то доколупался до твоих соцсетей. Если у тебя какие-то скрытые странички, про которые он не знает, ему интересно, какие ты новые фотки, там новое видео, еще что-нибудь выкладываешь. Он перечитывает те сообщения, которые ему ты пишешь, или отправляешь ему голосовые. Для него это очень все важно. Он хочет, вот знаешь, внутри найти какие-то между строк что-то прочитать, найти какие-то такие твои секретики, открыть для себя. Что он думает о тебе сейчас? Дьявол, девочки. Для чего он это все делает? Карта дьявола, 15-й старший аркан, говорит о его таком безумном интересе по поводу тебя. У него может быть зацикленность, да? Она может быть, девочки, и классная очень, но и болезненная. Вы обратите внимание, что это мужчина, который может быть сталкером. Мужчина, который получает удовольствие от, скажем так, знаешь, преследования тебя в тех местах, где ты этого совершенно не ожидаешь. Он хочет наблюдать за тобой, что ты делаешь, кому что пишешь, да. Ну, по-любому он за тобой здесь реально просто наблюдает. И это у него иногда доходит до каких-то таких, знаешь, пиков, которые на грани разумного, я бы даже сказала. Давай еще посмотрим, что он думает еще о тебе сейчас. Он страдает от одиночества. Это, девочки, мужчина такой, либо какой-то закоренелый холостяк, либо это мужчина, который давно не чувствовал каких-то чувств по отношению к женщине. У него к тебе есть какое-то сформированное отношение. И если вы еще с ним не виделись, если вы с ним общаетесь в соцсетях, если, или, например, ну, у него есть какое-то клише поведения по отношению к тебе, и оно связано с его именно мыслями. Он не считывает тебя. Он не понимает, он боится спросить, что ты чувствуешь, как ты там, как ты себя чувствуешь. Он, девочки, очень клишированно себя ведет по отношению к тебе. Но, вот смотрите, две девятки, девятка огня еще выпала. Это похоже на какую-то охоту на тебя. Это, девочки, охота какого-то такого закоренелого холостяка, либо мужчины, который не относится чутко именно к твоим чувствам, или не придает значения каким-то таким твоим условиям или твоим условностям. Он не видит, где есть твои границы, где их нету. Он сам выбирает, как себя вести по отношению к тебе. И это, девочки, в первую очередь, все-таки что-то на грани непредсказуемого сталкерства на самом деле. Давайте еще глянем. Да, у него есть к тебе любовный интерес, но он, девочки, еще как будто ничего не получил. И получит ли он, это тоже под большим вопросом. То есть оценишь ли ты его вот эти скрытые действия или нет? 3 девятки выпало. 9-й старший аркан, девятка огня и девятка земли. Это, девочки, может быть еще такое, что мужчина не верит в собственные какие-то
силы, не верит в свои силы именно мужчиной, который может одурманить женщину. И поэтому тут карта дьявола и 3 девятки выпала. Возможно, девочки, то, что вы его загадываете здесь, тут может действовать на вас какой-то даже приворот. А вы должны почувствовать сейчас те чувства, которые вы сейчас по отношению к нему чувствуете. Кажется ли он вам супер загадочным, неадекватным каким-то, да? Чувствуете ли вы какой-то холодок? Изменилось ли... Вот смотрите, если вдруг вот вы общаетесь с этим мужчиной, и все у вас пошло по одному месту, если вы видите, что рушатся ваши какие-то привычные действия, которые вы привыкли делать, ваше поведение меняется, да, меняется ваша внешность, отношение других людей к вам, девочки, будьте с ним осторожны, с этим мужчиной, потому что можно здесь обжечься об него или о его какие-то непредсказуемые отношения по отношению к вам. То есть тут надо быть осторожной. Если вдруг вы чувствуете, что он вешает вам лапшу на уши, там люблю, куплю или полетели, я такой-то, такой-то, тут, короче, надо к нему относиться более чем настороженно на самом деле, потому что это мужчина, который не действует обычными правилами поведения, которыми руководствуются многие мужчины. Он, девочки, сам по себе необычный, но это отшельник и дьявол здесь, да. То есть самый плохой вариант, который тут может быть, это мужчина, который проявляет какой-то негатив к женщине. Это может быть маньяк, это может мужчина, который бьет, да, женщин, это может быть какой-то алкаш или еще что-нибудь. И то есть ваше влечение к нему может быть обусловлено вот какими-то такими, знаете, дикими его выходками. То есть будьте осторожны с этим мужчиной. Также здесь может выпадать именно ведьмак, да? Может быть какой-то низший колдун, который может мимикрировать под ведьмака. И то есть, если вы видите, что у него есть очень много каких-то недостатков, что вас что-то настораживает, вам не кажется, девочки, вам не кажется, да? То есть этого мужчину надо очень сильно рассматривать, вот прям, знаете, вот тесты, психологические тесты он должен пройти, вы должны обращать внимание, как он общается, если у него друзья, как к нему относятся коллеги, если у него там постоянная работа, что с ним, это очень важно, потому что здесь может быть, девочки, знаете, вот такой вот не подарок от слова не подарок с большой буквы. Да? Но это не может быть не такой уж хреновый мужик, да, это может быть мужчина-ведьмак, который действует по отношению к вам не как обычный среднестатистический мужчина, а именно такой вот, знаете, вот по-магически, да, как будто вот ведьмак. Он может чуть ли не задом наперед к вам подходить, да, может вам показывать такие вот какие-то странные вещи. То есть если он может быть из мира художников, из мира режиссеров, да, из мира, ну, какого-то довольно-таки странного. Но я вам скажу одну вещь. Если вдруг вы чувствуете, что у вас тоже есть не трезвый ум, скажем так, да, а то, что вы можете там, ай, была не была, типа, гори сарай, гори хата, понимаешь, то лучше, конечно, не ввязываться в эти истории, потому что здесь может быть такой вот, скажем так, не то, что не завязаться отношения, вы можете попасть в отношения, которые будут просто каким-то плохим опытом, понимаете? То есть все зависит от того, насколько вы можете контролировать себя и насколько вам нужен, например, мужчина без всяких таких вот забабонов, какой-то вот кота в мешке. Тут может быть, девочки, реальный кот в мешке. Будьте, пожалуйста, с ним максимально аккуратны и осторожны. И чуть ли вы что-нибудь чувствуете вот не то, или слишком он какой-то такой вот мягкий, заискивающий, или предлагающий вам, например, через 3 часа уже выйти за него замуж, будьте осторожны с этим мужчиной. Тут либо очень такой вот очень нестандартная личность, да, это может быть действительно какой-то такой супертворческий человек, но может быть и псих. Понимаете? И насчет, например, того, что вот то, что он думает о тебе, он о тебе думает. Но
не всегда я могу посоветовать по этому раскладу, чтобы вы попадали в поле зрения вот такого вот мужчины. Потому что если вот вы думаете, что, например, что-то у вас не сложится, вы такая встали и пошла, взяли сумочку и пошли, да? Нифига, девочки, он будет какую-то неадекватщину где-то показывать, да? Вот из примеров, например, моя подружка это вот в интернете познакомилась с парнем. Вроде бы фотки ничего, ну так рассказывает мне, и фотки ничего, и все. А оказалось, короче, он себя очень близко фоткал, ну, то есть у него черты лица нормальные были, и она подумала, что он там нормальный, высокий. А оказалось, она и так сама 1,60 без кепки, так он еще меньше ростом. Он, я не знаю, 155, 153, вот такой вот. И она говорит, мало того, что он еще и был хромой, они пошли, и она его пригласила вот в такое нормальное кафе такое, ну, кафе такое, ресторан. И он, короче, с ней сидел, беседовал. Сначала улыбался, все остальное. Она говорит, а почему ты не сказал, что ты вот, ну, немножко такой вот, да? Он говорит, а что, я должен был тебе это все говорить? Типа, тебе там не ясно было? И, короче, потом она, ну, слово за слово, она еще решила, говорит, я решила чисто с ним ради какого-то этого, ну, по доброте душевной дальше посидеть, потому что он уже начинал нести какую-то пургу. А когда она сказала, что у нее есть ребенок, ну, и он, там начал ее как-то, знаете, так вежливо, типа, подкручивать, вот как-то так, знаете. И в результате она такая встает и уходит. И он через весь ресторан ей кричит, ну и кому ты такая была нужна с прицепом? Представляете? Вот и при всех. Она говорит, боже, я оттуда вылетела красная, как рак. Я говорю, такого свидания у меня еще не было, такого дебильного. То есть, смотрите, ничего такого вроде бы не предполагала. Вроде бы в переписке адекватно было и все остальное. И что пришло, это было жесть. Он еще пришел на остановку, на которой вот остановка рядом с этим рестораном. Он держал в руке бокал, девочки, бокал обычно стеклянный, и там было налито вино. Вот. То есть будьте предельно осторожны с этим мужчиной, потому что он может быть разным и не всегда адекватным. Но это либо ведьмак, может быть, который, знаете, как-то вас где-то проверяет, да? Но тут это только 2% из 100. В остальных процентах это будет мужчина с какими-то, скажем так, нюансами в психике и в отношении к вам и к себе. Он может к вам прицепиться, и вы потом, понимаете, будете вот не знать, как от него отлепиться. Либо, девочки, он может какие-то, знаете, ни с того ни с сего гадости сказать. Или у него может где-то обостриться его шизофрения. Это я говорю про самое такое вот внимание, осторожно, да, чтобы вы были осторожны с этим мужчиной. Если он не такой и где-то более представляет для вас какой-то интерес, да, то все равно тут вот самостоятельность ваша, трезвый ум, ваши друзья, ваши подруги, которые могут его где-то видеть и наблюдать за вашим общением. Ну, в общем, всегда говорите это номер машины, на которой вы куда-то едете, например, с этим мужчиной, да. То есть все равно немножко будьте осторожны, он здесь может что-то выкинуть. Если вы с ним не знакомы лично, вы знакомы, например, просто с ним по переписке в интернете, будьте осторожны, чтобы он что-то не выкинул. Хорошо, давайте дальше. Что он думает о тебе сейчас? У него, девочки, нету любовных мыслей по отношению к вам. У него есть вот какое-то, вот что-то, вот мне одно слово все идет, клише, клише. То есть он к вам относится почему-то здесь, да, как либо к картинке в интернете, то есть вы с ним где-то переписываетесь, либо, девочки, у него никаких таких вот чувств трогательных, когда мужчина может ухаживать красиво за женщиной, да, дарить ей ласку, тепло, любовь, доброту, благородство, быть щедрым к ней, это немножко не его история, да, либо это мужчина-потребитель, который бы хотел, например, ну, что-то с вас, как говорится, что-то поиметь, но в то же время не давать вам взамен. Он не строит долгих каких-то
перспектив на отношения, да, но в то же время тут что-то с него выпирает не очень доброе, да, не очень хорошее. Будьте предельно осторожны с ним. Что с ним происходит, да? Знали ли вы этого человека ранее? Были ли у вас отношения? Если вы вдруг бывшего здесь загадали, да, это бывший, у которого, возможно, осталась какая-то месть к вам, да, он не желает вам хорошего и хотел бы, например, вот чтобы у вас что-то в жизни не получилось, но в то же время он уже не испытывает к вам каких-то таких любовных чувств. Да, будьте осторожны. Если это бывший, если это мужчина из интернета, которого вы не знаете, да, может это даже какая-то левая анкета, не те фотки там, ну, короче, все что угодно такое может быть. А если, например, вы с ним встречаетесь, это ваш мужчина, с которым вы идете на перспективу, здесь может быть обострение каких-то его не очень, скажем так, дружественных вам и совсем не любовных качеств. Понимаете? Будьте, девочки, осторожны. Тут вот выпадает, что он сейчас может быть в злом, обостренном каком-то, обостренно злом состоянии. Давайте еще посмотрим. Хорошо. Его планы на тебя. Нету, девочки, никаких планов. Нету. Желание такое, знаете, доколупаться, что-то перепроверить, узнать. Либо это такой вот ежик, который не верит в чувства. Он либо не верит в ваши чувства, либо не верит в свои чувства, что он может испытывать это, да. Может быть, это мужчина с какой-то вот тяжелой судьбой. Или мужчина, который пережил какие-то серьезные стрессы, и у него вот психика вот на нуле, в надрыве каком-то, да, эмоциональное выгорание может быть. То есть вот сейчас он такой. И сейчас немножко этого мужчину и жалко, и в то же время сможет ли он где-то измениться, может ли он проявляться лучше, может, но это не в самое ближайшее время идет. То есть, смотрите, все равно паш выпадает воды в будущем и рыцарь земли. Это может быть жадный мужчина, да, или жадный. Ну, короче, что-то недостойное в нем сейчас очень сильно проявляется. Оно может и проявиться к вам, может проявиться к другим людям тоже. Понимаете? Вот такие дела. Поэтому сейчас, смотрите, если нам все-таки сигнификатор выпал вот эта карта, туз земли, желательно сейчас абстрагироваться от него, свести ваше общение на минимум, девочки, чтобы вот эти дальше раскрытие вот этих других карт, оно не происходило, да. То есть сейчас вот дистанция, легкий игнор, там, или, знаете, такая переписка ни о чем, да, такое вот прерывистое, скажем так, общение, спокойное, нейтральное, да, это то, что сейчас надо на самом деле. То есть тут все равно будьте осторожны с ним, потому что сейчас вот карты вообще не в сторону любовную пошли, вообще не в любовную сторону. Это мужчина, который может вас обидеть своим поведением сейчас. Поэтому желательно к нему сейчас вот со всей душой, с открытым сердцем, с открытым чем-нибудь другим не проявляться. Понимаете? Возможно, что-то надо выждать, и время вам покажет, кто есть на самом деле этот человек, да. И желательно тоже, если вдруг если вы чувствуете что-то не то, девочки, поверьте мне, вам это не кажется. Тут такие вот карты выпали, что я бы, например, этого мужчину оставила в покое и не трогала бы его, потому что какая-то даже вот грязная энергетика идет, да. Не идите туда, не идите, девочки. Эм, Тут этот мужчина заслуживает еще проверок, чтобы не ранить вашу нежную душу. Понимаете? И желательно, чтобы это не был какой-то такой вот мужчина, который сильно-сильно вас завораживает, потому что это может быть еще приворот. Понимаете? Вот такие дела. Поэтому сейчас лучше всего вот этот четвертый вариант. Пусть он, вот знаете, хотя бы какое-то время нужное вам, да, сам себе. Пусть пройдут события, да, какие-то, время пройдет. И вот он перебесится, переносится, да,
И тогда вы на него, скорее всего, другими глазами какими-то посмотрите. Или у него просто сегодня очень неудачный день, да, что ему не до этого всего, не до любви. И, возможно, на него я бы даже перегадала через какое-то определенное время, да. То есть, чтобы прошло несколько дней, девочки, чтобы на него погадать. Но держите ухо востро, и когда вы спите, как лисичка, спите с открытым одним глазиком. Да? И вы увидите то, чего не видят другие. И главное, вот, знаете, не показывайте того, что вы что-то можете видеть. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Берегите себя, любите и уважайте себя в первую очередь, потому что вы у себя одна, любимая и самая лучшая. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.